Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня я покажу, как сделать браслет и ожерелье ромашка. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пишите ваши пожелания и все ли вам понятно. Для этого я взяла чешский бисер 3 цветов: зеленый, белый и желтый. Для начала мы берем 8 штук зеленого бисера. Берем первую. У меня бисерная нить и бисерная игла. Оставляем нитку, ну, где-то сантиметров 20, для того, чтобы можно было потом закончить, не привязывая нить, браслет. Возвращаемся назад в эту петлю и закрепляем ее, для того, чтобы она не двигалась и наше плетение было прочным и не мешало продолжать дальше. Вот первую мы взяли, теперь берем остальные 7. Семь штучек взяли. Теперь у нас 8. У нас получается, возвращаемся мы в первую назад и закрываем этот цветочек, и у нас получается начало браслета. Перед тем, как начать вплетать ромашки, мы возьмем 5 раз по 3, 5 или 6 раз по 3 и оплетем, сделаем основание. Берем первые 3 и вплетаем в середину нашего цветочка. Это будет 5-я бисеринка. Закрепляем, протягиваем. Теперь берем следующие 3. Берем в серединку этой троицы следующий, оплетаем. Я специально не затягиваю, чтобы вам было видно, как я иду. Берем следующую троицу и теперь в эту троицу вставляем иголочку и протягиваем 3. Еще 3 штучки. И теперь в эту троицу. Еще 3 штучки. Теперь в эту троицу. И последние 3 штуки вот в эту троицу. Теперь я его стяну, чтобы было плотненько. Теперь можно начинать плетать ромашки. Ромашечка у нас идет, скажем так, пусть это будет у нас листочек перед ромашечкой, потом 6 лепестков ромашки, вот у нас 6 лепестков ромашки. Теперь мы, для того, чтобы был лепесток, мы возвращаемся в первые 2. Протягиваем ниточку и затягиваем плетение. И затянули. Теперь второй листочек этой ромашки, чтобы наш цветочек был в окружении листочков. Есть. Теперь мы берем
3 зеленых бисерины. Это у нас будет как веточка. И в троицу предыдущего ряда в серединку подтягиваем. Подтянули. Следующая ромашечка пошла. Листочек. 6 лепестков. Подтягиваем их, закрываем эту ромашечку, протягивая иголочку первые 2, подтягиваем и листочек по окончанию цветочка. Теперь у нас уже есть 2 ромашки, поэтому у нас следующее наше действие не в предыдущий ряд, а в верхние 2 лепестка первой ромашки. Подтянули. А теперь веточка 3 штучки. Веточка. И прикрепляем в троицу предыдущего ряда. Есть. Снова у нас листочек. 6 лепестков. Лепестков. Оформляем их в цветочек, в предыдущие 2. Возвращаемся и затягиваем. Получается цветочек. Листочек этого цветочка. Есть. Теперь у нас 2 лепестка предыдущей ромашки. У нас получается ромашка из 6 лепестков. 2 первых мы возвращались, закрепили. 2 будут крайние и 2 верхних мы зацепляем в каждом ряду для того, чтобы формировался браслет. Закрепили. Теперь у нас по плану идет троица. Это как веточка для соединения всех цветочков. И закрепляем ее в веточку предыдущего ряда. Немножко начинает вырисовываться уже. Теперь снова у нас листочек. 6 штук лепестков ромашки. Есть. Возвращаемся. Оформляем цветок. Листочек. И соединяем с предыдущей ромашечкой. Веточка 3 штучки.
3 веточка, подтягиваем, подхватываем веточку с предыдущего ряда, где тут их 3, нам нужна серединка. И новая ромашка. Листочек к ромашечке, не забываем. Это раппорт получается узора и 6 лепестков. Шесть лепестков. Есть у нас ромашка, и мы теперь продолжаем, закрепляя ее в цветок. Все эти лепестки собираются в красивую ромашечку. Так, есть листочек у нас. Листочек зелененький. И закрепляем в 2 лепестка предыдущей ромашки. Хорошо ее видно. Вот видите, 2 первые были у нас изначально закреплены, 2 остаются свободными, и 2 верхних мы соединяем и формируем браслет. Веточка. Три зеленых бисерины. Да, я 4 набрала. 3 зеленых бисерины прихватываем серединкой предыдущей веточки или 3 бусин предыдущего ряда. Вот у нас формируется вот такой вот браслетик. Плетем его до необходимой длины. Смотрите, уже как красиво вырисовывается и видны уже ромашки. Значит, плетем по раппорту, как обычно. Ромашечка, закрепление ромашки предыдущего ряда и веточка. Когда мы сплели браслетик до необходимой нам длины, мы этот край завершаем так, как и начинали первый. Берем 5 раз по 3 зеленых бисеринки, чтобы у нас здесь было начало и такой же был у нас конец. Я сделала здесь шляпочку, сделала 7 петелек и прикрепила колечко. И возвращаюсь этой ниточкой назад для того, чтобы оформить центры ромашек. И опять берем желтенькую. У нас идет белая, зеленая и белая бисерина. И снова желтая. И так идем до конца браслета, закрывая все ромашки, делая им сердцевиночки. И заодно получается у нас, что мы проплетаем еще раз браслет, он будет прочнее. По кругу идем. Очень хорошо видно уже сплетенные ромашки. Смотрите, они по кругу прямо идут. И вы также идете по кругу, если вы будете делать так: белая, зеленая, белая, желтенькая и опять белая, зеленая, белая. И по кругу вы пройдете, быстро закончите закрывать наши цветочки, чтобы они были дальше красивыми и прекрасными. Вот, когда вы пройдете до конца, вы также оденете, здесь мы оставили нитку, я вот одела иглу, чтобы было удобно. Также сделаем шляпку, оденем колечко и карабин, и браслет у нас закроется.
Вот я заполнила все ромашечки желтенькими сердцевинками и закончила браслет такой же зеленой стоечкой, как и начала. Прикрепила шляпку, сделала петельку с кольцом и прикрепила карабин. С этой стороны мне захотелось, я прикрепила китичку, несколько бусинок и на конце ромашка. Можно несколько китичек, можно вообще не цеплять, ну, кому как понравится, это уже по желанию. Мне понравилось это плетение, поэтому я сплела еще и ожерелье. Ожерелье плетется таким же способом, как и ромашка, тот же раппорт идет, как и браслетик, только длиннее, ну, до необходимой вам длины. Вот у меня получилось, не хватило зеленого бисера, и я докупила, а он чуть-чуть темнее. Поэтому для того, чтобы было красиво, там, где у нас 3 бисерины для веточки, я ставила 3 зеленых новых темненьких. А между ромашками ставила тот светленький, который был на браслете. И оно симпатично смотрится, немножко темнее и ярче. Даже может быть лучше, чем на браслете. Но браслет получился нежнее. Поэтому, если захотите, сделайте себе еще ожерелье, будет у вас комплект. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилось вам мое видео, жмите на колокольчик, чтобы получить уведомления, когда выйдет новое видео.